Здравствуйте, девочки. Здравствуйте, мои дорогие. Я хотела как раз проэкспериментировать, насколько подойдет этот фон. Просто вижу, что на видео прям вырви глаз. Но вам понравилось. Потому что энергетика вот такая сейчас, и мне этот фон именно в эти дни для гаданий просто самое оно. Не буду говорить, откуда этот моточек, но короче, я просто почувствовала именно со вчерашнего дня, это был мой такой день, 24-й лунный день, сегодня 25-й императрицы, потому что 25 минус 22 старших аркана, это третий старший аркан, 25-й лунный день, день императрицы. Вот. И 22-й, вернее 24-й вчерашний день был верховной жрицы. Это было что-то, девчоночки мои. Наверное, вы тоже, если относитесь к этому миру, то понимаете, о чем я говорю. Итак, хорошо. Я сейчас хочу посмотреть на этой колоде. Хочу посмотреть о том человеке. И вот видите, влюбленный мужчина выходил. Вот он, да, влюбленный. О том человеке, который вас будет любить, носить на ручечках, уважать, за который захочет, чтобы вы развивались, который будет давать эту возможность, который будет все, что у него есть, стараться, класть к вашим ногам, и считать, что вы этого заслужили. Именно вы и больше никто. Именно о таком человеке я бы хотела сегодня посмотреть, с кем вы будете счастливы. И насколько высшие силы сейчас подтвердят мои слова. С кем ты будешь счастлива? С кем ты будешь счастлива в любви? Кто он? Кто он, этот человек? Какой-то зазнайка вышел. А может быть, показывает ваше уже высокомерие, то, что у вас уже такие запросы. Сегодня все-таки день императрицы. Мне такая карта выходила, которая говорила о том, что вы-то уже знаете, какой мужчина вам необходим для такой императрицы. Ну что, будем сейчас смотреть, как с нами будут говорить эти карты. Итак, что нам хотят сказать о мужчине, который... Карты будут говорить, вот это та колода, которая отвечает здесь и сейчас, в моменте буквально. Вопрос-ответ, вопрос-ответ. Будут говорить с нами так, как мы того заслужили. Так с тобой сейчас говорят эти карты высшей силы через эти карты мгновенно, да. То есть ты задаешь вопрос, у тебя в голове рождается вопрос, они тебе отвечают. Они тебе будут говорить с уважением к тебе, да, высшие силы. Говорят о мужчине, которого тебе подготовила Вселенная, о влюбленном в тебя мужчине, который будет тебе петь серенады под окном, если ты захочешь. Ты, конечно же, не будешь этим пользоваться, потому что ты будешь любить его, и это будет уважительное отношение. Мужчина будет рад тебе угождать, потому что будет относиться к тебе как к человеку, которого послала ему судьба, предложила ему, и он согласился. Согласился, потому что он именно такую женщину хотел, именно такую. Какого мужчину тебе готовит судьба для твоего счастья? С кем ты будешь счастлива? Постоянный в своих действиях, постоянный в своих, к тебе каких-то, даже в своем мышлении относительно тебя. Вот именно постоянный мужчина. То есть, если вдруг у тебя появятся какие-то сомнения относительно этого мужчины, то просто отбрось их, потому что мужчина действительно постоянный. Вот в этом слово постоянный, постоянство, это там все. Там и какой-то фундамент есть, там и мудрость, там и то, что мужчина тебя не оставит в трудную минуту. То есть человек готов быть с тобой. И не от того, что как-то вынужден, нет, потому что он хочет, потому что он влюблен в тебя. Говорят о переписке какой-то, возможно, либо о документах. Давайте посмотрим, с кем ты будешь счастлива. Что это за мужчина? Он пока может с тобой разговаривать. Вот именно идет о разговоре. Где-то кажется, что из-под тишка, будто бы подглядывая за тобой. Это все-таки говорят о том, что у вас пока такое общение, знаете, ни к чему не обязывающее.
абсолютно ни к чему не обязывающая, легкая, ему приятно, тебе приятно, комфортные условия, каждый сидит в своем каком-то карантине, и ему приятно с тобой общаться, то есть тут идет такой вот разговор, коммуникация. Причем взаимно приятная коммуникация, когда человек пока еще приглядывается к тебе, тот ли ты, та ли ты или нет, которая нужна ему. Вот это то, что сейчас. Вы, когда общаетесь друг с другом, понимаете, что, ну как, заполняете какую-то часть дня. Это нет привязки. Если ты сейчас привязана к какому-то человеку, это не о нем. Нет. Если ты вот только о нем думаешь и каждый день вот эти мысли крутишь, и переживательные очень мысли, что прям обидные какие-то мысли даже, это не о нем. То есть тут какой-то другой, значит, человек появится в твоем пространстве, и Вселенная благосклонно тебе этого человека даст, откроет двери и скажет: вот он, забирай. То есть вы с этим человеком, с этим мужчиной сейчас можете поддерживать какое-то общение, причем очень давно вы с ним так общаетесь, когда он проявляет к тебе какие-то знаки внимания, но это ни к чему не обязывает, и ты это понимаешь. Вот об этом человеке сейчас речь. Если такого мужчины еще нет в пространстве, тебе Вселенная его даст. Все, я больше повторять не хочу. Вот, потому что бывает так, что я так вообще, что чувствую, что кто-то не понял, а мне так хочется, чтобы вы поняли все. Но все не могут понять сразу, поэтому четко знаю, что твое подсознание уловило то, что необходимо. Как было сегодня вот в раскладе на тоже выше или нет, как ниже, да, вот если ты в YouTube смотришь, то до этого был еще один расклад, и там говорилось, что о том, что ты услышишь голос, и может сознание сразу не услышит, но подсознание, поверь, с первого раза уловит. Вот. Даже в сознании иногда претензии такие, и прям это видно в комментариях. То есть вот это отрицание, я, кстати, об этом буквально пару слов буквально отвлекусь, вот это отрицание идет, я прямо в комментариях вижу, да, у девочки, даже негатив такой идет, ну, это мне видно, потому что коммуникации с людьми у меня уже, наверное, очень-очень давно. И это видно уже даже когда в тексте я просто вижу лицо этого человека. Но, опять же, отрицает сознание, а подсознание уловило информацию и сказала спасибо. Вот, это чувство. Хорошо. То есть у вас такое взаимоуважающее общение появляется. Если этого человека нет, скоро вот появляется такой человек, да, с которым ты будешь общаться на вот таком, ну вот легкое такое общение. Это начинается с легкого общения. Вот. И довольно долго это общение будет длиться. Для чего это дается? Да? Женщине это дается для того, чтобы она, ну как-то заполнила вот это время свое, чтобы стать на ноги, чтобы стать крепче, какое-то поддерживающее общение. По сути, может быть, даже как друг. Но тут есть сексуальная составляющая, да, потому что человечек идет влюбленный. Хорошо, давайте тогда смотреть дальше. Просто его описание, с кем ты будешь счастлива. А ты можешь так и сказать сейчас. Произнеси имя свое. Я говорю, с кем ты будешь счастлива, и свое имя. Сама себе. А душа твоя сейчас все расскажет, с кем ты будешь счастлива. С кем ты будешь счастлива. Да, видите, подтверждает еще одна карта друга. И карта ожидания, как будто бы сейчас может быть такое, да, что у вас ожидание. Ну, либо когда человек появляется, то вот это общение, оно будет затянуто. И общение будет таким, как невинное что-то. Но очень хочется сохранить, то есть не хочется терять вот эту ниточку. Вот такое общение с человеком будет. Либо сейчас есть, да. То есть тут как сигнификация самой ситуации говорят о том, что как это начинается и как будет продолжаться. Вот продолжается сообщение. Просто сообщение ни к чему не обязывающее. Ну что, какой он сам по себе? Умеет ждать. Хороший, в принципе, как такой располагает к себе, очень приятная и внешность, и молодо выглядит, кстати, молодо выглядит сам по себе. Но самое интересное, что здесь идет, скорее всего, зрелый человек, молодо выглядит, который. Ну, есть тут такой, знаете, процент, просто молодой человек, но с очень зрелой душой. Может быть такое, может быть. С кем ты будешь счастлива? С кем ты будешь счастлива? С кем ты будешь счастлива?
Описывают этого человека еще. Карта интересная. Карта вора выходит, да? Карта вора. Так, давайте ее объясним. С кем ты будешь счастлива? В первое время, девочки, будет какой-то момент, когда он разрушит ваши мечты. Кажется, но ты с ним будешь счастлива. А знаете почему? Потому что он долго тянет, вот как-то очень долго тянет. Но у него как будто бы случается что-то, а это вам как подарок. Ему больно, а вам как подарок судьбы. То есть вы его получаете, когда у него случается что-то страшное в жизни. Он не совсем адекватно может воспринять ситуацию. Это скорее не он, как вор, выходит. Счастливым с вором быть нельзя, девочки, счастливой. Это у человека ситуация, когда у него... Вот возможно это сейчас, а возможно будет немножко позднее, да, вы познакомясь с человеком, поймете, что у него случилось какое-то горе. И вот вы как раз попадаетесь в этот момент. Ну, попадаетесь, Вселенная буквально вас сталкивает. Вы общаетесь в моменте, когда вы как подарок судьбы для этого человека. И он как подарок судьбы случается у вас в жизни. Но это как-то так происходит, будто бы кто-то вмешивается, между прочим, в ваши отношения. Кто-то вмешивается. Ты будешь счастлива с тем, который как подарок в твоей судьбе, которому ты как большой дар, но у него какое-то несчастье, потому что какая-то третья негативная составляющая. Вы как две позитивные, естественно, да, а есть еще какая-то негативная составляющая, которая вмешивается. Тут что-то неприятное. Давайте посмотрим. Что это мешает такое вашим отношениям? Он будто бы постоянно получает какие-то сообщения от человека, который ему лжет. Он очень сильно к этому относится, ну, как правильно, справедливо. Кто-то особо. Молодая дама какая-то. Легкого поведения. Она вообще не ведает, что делает. Какая-то дама врезается в пространство ваших отношений, постоянно мешает. Постоянно мешает. Есть такая. А вот об этом говорят. Ну, смотрите, вы-то будете с ним счастливы. Поэтому мы просто смотрим, да, есть такая дама. Есть некая воришка его времени и воришка вашего времени. Как избавиться от этого вора? Как нейтрализовать его? О, Господи, прости, вы что? Почему вы так сказали? Что это значит? Как нейтрализовать? Она нейтрализуется сама. Она покажет свое лицо, истинное лицо. Она покажет свое истинное лицо. Тут даже что-то такое кармическое прям на дне, и она прям покажет свое истинное лицо, как-то проговорится то, что ей нужно от человека только деньги и больше ничего. А он как-то неадекватно сейчас это все воспринимает, эту ситуацию. То есть внешний мир для него странный какой-то. Вот. И так как она есть в его пространстве ближе, чем вы, она на него воздействует. Так, хорошо. Кто-то говорит, да что ж хорошего. А вот все хорошо. Все хорошо. Вчера на ночь рассказывала детям притчу одну о человеке. Помните притчу, когда жил-был мужчина, у него был сын, был конь, да, и прибилась кобыла. Вот. И все начали завидовать, говорить, какой же ты счастливый. Потом сын сел на кобылу, сломал ногу, какой же ты несчастный, все говорили вокруг. Потом случилась война, и всех мужчин забрали на войну, а его-то не взяли. И все сказали, какой же ты счастливый. А мужчина всегда говорил, я не знаю, что хорошо, а что плохо. По сути, это решать Вселенной. Здесь и сейчас чувствовать себя. Так, ну что, мои дорогие, давайте дальше смотреть. С кем ты будешь счастлива? Покажите нам этого человека. Как она его узнает? Знает ли сейчас? С кем она будет счастлива? С кем ты будешь счастлива?
С кем ты будешь счастлива? Ух ты, ну человек как голубых кровей может быть, человек, который богат, который знатен, который знает, но очень уважительно относится к людям, очень уважительно относится к людям любого склада характера, любого даже слоя населения, как ко всем относится очень уважительно. Он как сам достиг очень многого, так и привел к этой жизни тех людей, которые под его опекой. Это человек верный друг и товарищ. Вот так идет. И он действительно такой человек, на которого можно положиться. Вот так. Он, знаете, даже может быть, когда вы будете общаться, либо... Потому что здесь идет в основном, да, рассказ о том человеке, с которым вы как-то очень долго будете просто, ну так, ненавязчивое какое-то общение ведется. Когда вы с ним будете общаться, то от него будет идти такая как-то информационная такая вот волна, что вот смотри, я здесь рядом, я тебя поддерживаю. Но я не вижу, что он прям действует как-то в эту поддержку вам в начале вашего пути. Он как-то присматривается больше, отвернут от вас, видите, присматривается больше, насколько вы как хорошая девушка, насколько вы некорыстная девушка. Вот так вот. Ну что ж, может, кто-то действительно хотел такого богатого человека. Кстати, здесь могут говорить о человеке просто достойном. Может, он и не богат, но достоин. Достойная личность такая. Итак, с кем ты будешь счастлива? С кем ты будешь счастлива? С кем ты будешь счастлива? Тут какая-то ситуация у вас будет, когда нет возможности увидеться. Нет возможности увидеться. Вот пока вы будете общаться, да, то есть вы встречаете человека и очень долго общаетесь просто, скорее всего, через интернет. Но это не навязчиво, вы к нему не приклеены вообще, вы просто спокойно к этому относитесь. Но он встречи хочет с вами. Тут нет вашей привязки. Девочки, если вы сейчас к кому-то привязаны, просто поймите, что это что-то, кто-то другой в вашей жизни появится. Тот, с которым ну никак не получается встретиться, вечно какие-то моменты мешают, то кто-то третий, то какие-то обстоятельства не в вашу пользу. А вам кажется, что он будет казаться, да, например, что он вас как-то не хочет видеть, что ли. Это кажущееся, девочки. Он очень хочет вас видеть, он очень хочет встречи. С кем ты будешь счастлива? С кем ты будешь счастлива? Ситуация показана о человеке, который все-таки долго не принимает решение вас пригласить к себе. Вот так. Вот подтверждается еще раз. С кем ты будешь счастлива? С человеком, который в тебе увидит женщину, самую главную и самую важную, от которой, скорее всего, даже захочет, чтобы ребенок был. Вы его как ангел, спустившийся с небес, и который помог выйти из очень трудной, возможно, даже жизненной ситуации, но тут больше как моральной ситуации. Потому что шел дворянин, это человек, который может позаботиться о своем все-таки достоянии, да, о своем фундаменте, но вот что-то с моральной частью, потому что был у нас, помните, здесь вот этот неадекват от вдовца по карте вдовец и неадекватное восприятие мира. Я не говорю, что он неадекват. Нет, это тут наоборот человек достойный идет. Вы же будете с ним счастливы.
Но ситуация какая-то очень серьезная, когда он просто не видит никого рядышком, как-то прикован цепями к стулу каких-то проблемных ситуаций. Вот. Но вы как вот утешительное такое создание, легкое, фееричное что-то, спускаетесь с небес. Он говорит, это она меня спасет. Но не от трудностей житейских, девочки, ни в коем случае, не от денежных трудностей, ни в коем случае. Здесь идет достойный мужчина, у которого просто, ну не знаю, какая-то грусть в глазах. Угу, видите, скорбит. Это может быть потерян какой-то. Кто-то, ну, он потерял какого-то человека. Да, это было что-то такое, действительно несчастье какое-то у человека случилось, потеря. Вот с ним ты будешь счастлив, вот с этим человеком. Хорошо, давайте главный вопрос зададим. Предложит ли он тебе руку, сердце? Согласишься ли ты? Давайте посмотрим. Так, ну смотрите, здесь все-таки показывают, что отношения будут вести к легкости, к такой воздушности, и вы не захотите терять вот это состояние легкости почему-то. Именно с этим человеком вы захотите остаться вот на уровне, когда все так легко, красиво, и не надо никаких обязательств. Это не говорит о том, что вы с ним будете долго в этих отношениях без обязательств. Нет. Вы отворачиваетесь и идете в своем, но вы почему-то оставляете его, потому что он как... Вы хотите сохранить вот это вот какое-то чувство, знаете, когда вот фотографии делали раньше, да, в альбомы складывали, и эти альбомы были как воспоминания, и чтобы вернуться в эти воспоминания, нужно посмотреть этот альбом. Ну, иногда это можно, конечно, в телефоне сейчас, но раньше это как-то так интересно было. Вот, то вы вот сохраняете этот альбом фотографий, и поворачиваетесь к себе, в свое. Вы не захотите с ним быть не потому, что вы не любите, не потому, что вам с ним плохо, вам с ним было легко и счастливо. Вы были легки и счастливы с ним. Но вы выбираете, скорее всего, другого человека. Да, того человека, который даст вам больше. Вы устали от какой-то трудной жизни. У этого человека какие-то проблемы могут быть. Вы его любите, но вы отворачиваетесь и выбираете другой путь, там, где нет проблем вообще, да, то есть там вы легкие, там вас осыпают золотым дождем, и вы проходите какие-то такие этапы, иногда даже, да, то есть вы понимаете, что где-то я меньше люблю, но больше удовольствия получаю от жизни все равно. Вы далеко, глубоко прячете, буквально убиваете вот это чувство, чтобы не возвращаться к нему. Грустно, девчонки? Ну что ж, ну это ваш выбор. А что вы выбираете? Вы выбираете, девочки мои хорошие, деньги. Ну тут ясно карта показала. Вы выбираете стабильность. Вам будет предлагать, я, видите, заикаться начала, вы, наверное, не очень сильно это хотите. Вы, скорее всего, выберете человека, который вам предложит большее. Посмотрите, фортуна идет. И деньги, он предложит вам стабильность, прочность. Это что-то другое. Вы выбираете человека стабильного и прочного. С одним вы были счастливы, но вы выбираете все-таки человека, который вам дает опору жизненную. А с этим вы будете хоть как-то счастливы? У вас будет постоянно должен работать мозг. А почему? Здесь есть тот человек, который вас заставлять будет это делать. Вот в чем дело. Вы выбираете человека, который руководим старой какой-то дамой. Это может быть его мать. Она контролирует каждый шаг его, и каждый шаг контролировать будет ваш. Конечно же, он не маленький мальчик, здесь очень такой зрелый мужчина идет, второй.
Вот. Но сложные отношения будут у вас. Надо быть как на чеку постоянно, как на пороховой бочке солдат. Это что-то типа, легкий уровень сейчас рассказываю, приходит свекровь, открывает шкаф и говорит: так, вещи здесь неправильно лежат, обои не того цвета, шторы поменять, что-то такое. Сын не может жить в таких условиях. Он тебе дал все, он сделал из тебя королеву. Он не может жить в таких условиях. Но вы выбираете именно это. Сможете ли вы быть счастливой в этих условиях? Вы будете ждать постоянно какого-то шанса. Вы будете ловить те моменты счастья, которые вы можете все-таки ловить. Тут такая большая мудрость ваша будет работать в этот период вашей жизни. И надежда какая-то. На что? На праздник. Надежда на праздник. Надежда, что эта женщина успокоится как-то. Кстати, тут общение с человеком может быть, знаете, какое? Тут вообще прикол может быть какой, девочки мои хорошие. Здесь может быть у вас такая ситуация, когда вы выходите замуж за мужчину, который дает деньги и в придачу вот эту старую даму. Он дает вам основу какую-то, фортуну, все, продвижение. Ты можешь не работать, ты во всем будешь купаться в золоте, но вот дама, за которой надо будет смотреть. Пожалуйста. Такая ситуация идет. Для кого-то это надо было услышать. Возможно, вот ты, красоточка, маленькая, юная, девочка хрупкая, надеешься на что-то лучшее, на праздник жизни. Так, здесь не все так мрачно. Я хочу увидеть счастье в твоих глазах. Но зато ты, конечно, мудрости в тебе будет и богатства много. А, кстати, муж может быть вот таким вот, не всегда быть дома. Не всегда быть дома. Как муж к тебе будет относиться тогда? Потому что я вижу, что ты тут выходишь замуж за другого человека. Муж как будет относиться? Он бы хотел, чтобы ты была дома. Всегда дома. Чтобы приходить не в пустую комнату, да, а чтобы кровать была теплой. Вот так вот. Как он к тебе будет относиться? Но он такую девушку ищет. Ты знаешь, он будет создавать тебе этот праздник. Человек захочет создать тебе этот праздник. Это будет очень достойный мужчина. Ты выйдешь за достойного мужчину. Он будет, вот я хотела сказать, идет такая информация, да, что ты как остаешься с какой-то женщиной, вроде как на одной территории, а может и не на одной. Я не буду тут говорить, потому что по-разному может случиться. Например, нужно будет ходить к ней. Ну, как-то вот идет такая информация. Может, больна эта старая женщина, и ей нужна опека. Ну, и она не хочет, чтобы ее опекали там какие-то, может, медсестры, да. Так, вот такая ситуация, девочки. Вот такой срез реальности был. Ну что же, значит, кому-то надо было это услышать. Мужчина, да, я остановилась на том, что он может не присутствовать в доме часто. Тут какая-то ситуация, когда у него работа, бизнес, его дело связано с тем, чтобы отъезжать далеко и возвращаться. Угу. Печалька. Но зато это будет очень крепкий союз. Что-то вы такое счастливое. И посмотрите, какая вы красоточка найдете в этом всем. Да, это все-таки что-то такое, когда вы привязаны к вот этой больной женщине. Ну, я не знаю, какая-то ситуация. Девочки, здесь может быть такое, что, выходя замуж, вы берете на себя какую-то очень сильную ответственность за что-то. Это может быть ответственность просто за дом, да, и это для вас болезненная ситуация, что нельзя никуда уйти. Это может быть ответственность за его часть дела. Что-то такое, да, вот по вот этой старой женщине, это то, что ему как бы и дорого, и бросить не может, потому что это его родное что-то. Понимаете? Ну что, как вам такая информация, девочки? Все, что было, все рассказала. Собираю расклад, чтобы только самое лучшее Вселенная восприняла и самое лучшее реализовалось. Только то, что вы хотите. Вы знаете, что вы можете свою жизнь поменять столько раз, сколько хотите. Это всего лишь один из вариантов ежика событий.
которые могут быть в вашей жизни. Вы же это знали, правда? А Вселенная вам благосклонна предложит только то, что вы хотите. Она открывает дверь не одну, а несколько сразу. И говорит, в какую дверь войдешь, то и получишь. Вот чтобы эти двери заметить, ну что ж, присутствуйте на этом канале и открывайте свою интуицию все больше и больше. Я собираю этот расклад, хочу вас поблагодарить за то, что вы со мной присутствуете, за то, что вы вкладываетесь в этот канал и даже финансово. И пускай все, что вы вложили, вам в разы Вселенная подарками отдала все больше и больше. Ну что ж, мои дорогие, буду с вами прощаться. Всего доброго. Пока-пока.